привет, меня зовут Даниил. Сегодня немного про мою новую гитару. Это Harley Benton. Все любят Harley Benton, поэтому смотрим, не перематываем, ничего там не выпускаем. Я вообще никогда всерьез не задумывался о покупке стратокастера. И даже, наверное, можно сказать, стратокастерами особо не интересовался. Мой самый большой опыт общения со стратокастерами это было очень-очень давно. Примерно неделю у меня во временном пользовании была Yamaha Pacifica. Самая дешевая, такая черная. Мне, в принципе, гитара понравилась. Было и было, ничего особенного. В общем, не собирался и не покупал, потому что вот набор для сборки этой электрогитары мне друзья подарили на день рождения. Офигевал я с этого факта примерно сутки, пытаясь понять, что вообще произошло такое. И на следующий день пошел на Алиэкспресс за запчастями. На самом деле в наборе для сборки есть все, что надо для того, чтобы собрать полностью электрогитару. Но я некоторые вещи захотел поменять уже сразу. И сейчас я объясню, что и зачем и почему. Значит, первая вещь это вот этот звукосниматель. В комплекте здесь идет сингл. 3 сингла, и они все разные, между прочим. То есть у них разное расстояние между магнитами, поскольку струны как бы сужаются в голове грифа. Я не знаю, как звучит этот оригинальный звукосниматель. Я его сразу в итоге выпаял и поставил вот этот. Просто у меня вот есть на одной гитаре отсечка и на бриджевом, и на нековом звукоснимателе. И, наверное, я ни в одной записи, ни в одной фонограмме не использовал отсечку в бриджевом звукоснимателе. Плюс я доверяю видеошколе Михи Скелета. Для металла крайне важно. Здесь находятся датчики. С них исходит весь звук. Они должны быть сдвоенные. Чтобы звук был настоящий, мясной, брутальный звук, нужно 4 датчика иметь. 2 по 2, а еще лучше один звукосниматель с 4. Поэтому в бридже должен был быть хамбакер. У него нету ни названия, никакой там, ни марки, ни фирмы, ничего. Просто какой-то хамбакер с Алиэкспресс. И, в принципе, он меня устраивает. Полноразмерный хамбакер здесь поставить было бы сложно. На некоторых наборах для сборки стратов. Вот. А вы, наверное, представляете, я пересмотрел очень много видео за это время про эти все наборы и про то, как их народ собирает. Есть наборы, где углубление под звукосниматели выфрезеровано, как американцы называют, такой бассейн. Туда можно поставить любую комбинацию. Вот здесь вот в Harley Benton наборе здесь все четко профрезеровано под синглы. Плюс надо было бы менять пигард. В принципе, недостатков выбора хамбакеров в корпусе сингла я не наблюдаю. То есть можно будет потом и какие-нибудь фирменные звучки сюда поставить. На данный момент мне здесь не могу сказать, там нравится. В общем-то, нравится, да, как оно тут есть.
Хотя я понимаю, что может быть и лучше. Вторая вещь – это вот такая вот бляха под скошенную пятку. Да, в комплекте здесь идет прямоугольная, потому что вот это вот бесит. Вот. И третья вещь, которую я в той же посылке на Алиэкспрессе заказал, это вот эти вот скрипучие стреплоки. Даже не могу их снять. Ну, в общем, у меня на всех гитарах стреплоки стоят. Я думаю, что это просто нужно делать сразу, ставить стреплоки. Не люблю, когда у меня ремень сваливается с гитары, да. И еще один мод на этой гитаре, это вот этот порожек. Это Task. Я решил сразу же поставить другой порожек, чем здесь был, какой-то пластмассовый обычный. На самом деле купил два порожка. Это на Томане я покупал. Task и Task XL. Они немножко разные по форме. Я думал, что, во-первых, у меня будет запасной порожек, если я испорчу один, поскольку не был уверен в кривизне своих рук. И, во-вторых, вот здесь прорезь, это она может быть с ровным дном или она может быть с радиусным дном, таким же, как накладка. И вот Task XL лучше устанавливается проще в радиусную выемку, а Task проще устанавливается в ровную. Здесь оказалось ровное, вот я его просто немножко подточил и поставил, даже не приклеивая, да. Почему порожек я менял? Потому что, насколько я понял, стратокастеры строй не держат просто конструктивно, хронически. И порожек – это одна из вещей, которые на строй очень сильно влияют на стабильность строя. И вот, руководствуясь этими соображениями, я решил поставить эту недорогую, в общем-то, деталь сразу, чтобы потом не гадать, с чем у меня здесь проблемы и почему здесь все плывет, чтобы одну из переменных, так сказать, сразу вычеркнуть. Хотел еще ретейнеры на самом деле поменять, но ретейнеров Task не было почему-то на Томане в продаже. И в целом все остальное здесь осталось то же самое, что и было, ну, родное, да, то есть я ничего больше не менял. Бридж, потенциометр, электроника вся, кроме звукоснимателя, да. На Томане вместе с порожком я, кстати, в той же посылке заказал ремень вот такой Fender и еще чехол Fender. Не потому что я хочу, чтобы кто-то думал, что это Fender, мне как бы пофигу, но я подумал, что логично, то есть стратокастер, вот будет чехол Fender, ну и ремень какой взять, ну, первое, что пришло на ум, так сказать, ассоциативный ряд. Не хочу давать никаких советов по поводу покраски гитары. Во-первых, вы видите, что покраска, ну, результат, то есть покраски он так себе. Может, не видите, не знаю, как на камеру. Ну, короче, поверхность здесь в таких уже странных отметинах, да, это все что угодно. То есть это просто я положил в чехол там гитару, которая уже там высохла, месяц, наверное, сохла она. И как бы я положил ее в чехол, там отпечатались вот следы от ремня, следы от чехла. Очень это покрытие легко царапается. Покрытие это лак из баллончика однокомпонентный, и он слишком мягкий, то есть он не затвердевает достаточно. Этот лак, который полимеризуется на воздухе. Поэтому не годится он для такой работы. Нужен двухкомпонентный лак. Ну и в целом я красил зимой в квартире из баллончиков. И я никому не советую просто повторять за мной. Это просто ужас и ад. То есть я постоянно дышал растворителем. Я загадил весь пол в комнате, несмотря на то, что я красил в такой большой коробке как бы. Ну и, как я уже сказал, результат так себе. Можно ли гитару, кстати, не красить, просто собрать как есть? Ну, говорят, что можно. То есть, точнее говоря, в инструкции написано, что да, что можно ее не красить. Но проблема есть, что при этом гитара, а точнее голова грифа,
будет выглядеть как лопата. Почему так? Потому что предусматривается такая кустомизация, да, сборщиком. То есть выбор головы, выбор формы головы остается за сборщиком. Он вот может что-то выпилить себе здесь. Я не стал мудрить, как вы заметили, а сделал повторение фендеровской стратокастеровской головы. Ну, сделал как все, ну или не как все, как многие делают. Нагуглил, значит, PDF там фендеровский официальный с чертежами вот этих голов. Их можно просто распечатать и использовать как трафарет, как шаблон для того, чтобы потом выпилить. Кстати, выпилить, чтобы мне понадобился лобзик. Лобзика у меня не было, пришлось покупать. Вот теперь у меня есть лобзик. Еще почему мне кажется, что все-таки стоит, наверное, красить гитару, это то, что корпус состоит из нескольких кусков. Ну, естественно, да, он склеен. И вот в моем, например, случае эти разные куски довольно сильно отличались по цвету. То есть светлее, темнее, да. И как бы я не скажу, что это сильно красиво выглядело. Что можно еще рассказать? Много чего можно рассказать. Вот, например, колки. Колки я не менял, но, наверное, буду когда-нибудь. Во-первых, мне хочется локовые колки. Во-вторых, вот вторая струна имеет какой-то люфт при настройке. Про порожек я уже сказал. Ретейнеры здесь остались пока. Наверное, ретейнеры тоже стоит поменять. Вот касательно ладов могу сказать, что лады были так себе. То есть они были остренькие. И причем я когда еще гитару не собирал, у меня гриф был отдельно, корпус отдельно. Я как бы взял там наждачку, что-то там попытался их подшкурить немножко. Я думал, что, ну, наверное, хватит. И потом, когда собрал гитару уже, я понял, что они кусаются достаточно сильно, и надо брать надфиль и закруглять их серьезно. И здесь от этого остались где-то следы, но тут уже следы от всего на этой краске, как я сказал. Поэтому, в принципе, и не важно. Ну, сами по себе лады достаточно маленькие такие, неинтересные. Но чего вы хотели? Они работают, и сам гриф, он достаточно приятный. Вот этот вот матовый лак, а вся гитара покрыта таким тонким слоем матового лака. Это на случай, если вы не будете ее красить. Он реально мне нравится, то есть как бы руке приятно. И с учетом вот этой скошенной пятки, здесь достаточно хороший получился доступ к верхним ладам. Так что по удобству игры все в принципе нормально, только вот лады нужно очень старательно закруглить, да. Бриджи здесь вот такая вот кочерга. Эта вещь напоминает классический фендеровский бридж. Ну, как я узнал, бывает на 6 болтах, бывает на 2 болтах. На 6 это такая более старая схема, на 2 это более новая. Но тут есть еще одна проблемка, если возникает мысль этот бридж поменять. Дело в том, что гитара тонкая. Есть как бы Fender Stratocaster и есть Fender Squier Bullet Strat и некоторые похожие гитары. У Bullet корпус тонкий. Он тоньше, чем обычный Stratocaster. И почему это важно? Потому что вот этот вот бридж имеет продолжение такое, идущее насквозь гитару. Здесь есть такой блок металлический. И вот этот блок, если у стандартного стратокастера он выше, то здесь он меньше. То есть, соответственно, если поставить сюда, попытаться бридж от стандартного, например, там American Stratocaster там, или еще чего, то просто блок упрется в крышку. Точнее, нет, блок в крышку не упрется, но там упрутся пружины, которые натянуты к этому блоку. Короче, он не поместится, если только не снять эту крышку заднюю.
И на самом деле вот таких вот бриджей, которые были бы с коротким блоком, их довольно мало. То есть никакие именитые фирмы не выпускают замену там вот под этот Squier, да, и похожие гитары такие тонкие, для того, чтобы можно было, ну, типа плохой вот этот стоковый бридж на что-то там апгрейдить. А во многих обзорах вообще вот я вижу, что говорят, ой, это дешевая гитара. Ну, не обязательно вот это, да, про любую дешевую гитару, у которой есть кочерга. Говорят, это дешевая гитара, значит, с тремоло. Тремоло лучше вообще не использовать, потому что это дешевая гитара, и поэтому тремоло лучше вообще не использовать, потому что это дешевая гитара. Ну, такая вот логика. Не, я понимаю, в принципе, но мне кажется, что кочерга это довольно весело. То есть как-то странно получить гитару, ну, особенно купить, у которой есть вот эта ручка, и потом этой ручкой не пользоваться. А почему бы не купить тогда гитару с фиксированным бриджем? Так что у меня вот здесь вот этот бридж настроен как плавающий. То есть полтона он поднимает, ну, примерно полтона на первой струне и на остальных, соответственно, выше. И в частности ре можно подтянуть до ми. Вот. Ну и вниз тоже он опускается, естественно. То есть существует три варианта, как народ настраивает. Либо полностью блокирует его, чтобы он не шевелился никак. Либо делают так, чтобы опускать было можно, а поднимать было нельзя. Либо вот третий вариант – это плавающий бридж. Ну и, конечно, главный вопрос, держит ли эта гитара в итоге строй? Конечно же нет. Есть на самом деле такой вот канал на ютубе Daryl Brown Guitars. Если вы понимаете по-английски, я дико рекомендую посмотреть его видео, как-то оно называется, типа «Фатальный недостаток всех плавающих бриджей», по-моему. В общем, он показывает очень интересную вещь, которая способна, мне кажется, сохранить рассудок многим обладателям этих самых плавающих бриджей. В общем, суть такова, если мы делаем на третьей или на второй струне бенд такой хороший, то мы гитару расстраиваем. И лечится это вот таким движением. И, естественно, настраивать гитару тоже надо через вот это движение. То есть каждую струну надо перед этим опускать бридж. Я скажу, что на этой гитаре конкретно эффект вот этот вот уплывания строя, он не только при бенде на какой-то там конкретной струне, а практически при бенде на любой струне. Ну и не всегда возвращается строй в нормальный после вот такого вот маневра. Но в основном возвращается. То есть вот этот дайв, его нужно в партии прямо-таки вставлять. Потому что иначе гитара будет расстраиваться после каждого бенда. Если вы играете соло, то вы можете это компенсировать дальнейшими бендами. Но как только вы переходите на ритм, то все, у вас уже как бы страх и ужас. Кстати, настройка, конечно, достаточно муторная этого плавающего бриджа. Она достаточно длительная. Но ничего такого особенного. Да, кстати, вот с настройкой я тут вспомнил про струны. Струны здесь стоят 9,42 и строй стандартный ми. 9,42 здесь были в комплекте. Сейчас здесь стоят эликсир Poly Web 9,42.
И я вообще думал, что комплектные струны я как бы поставлю для того, чтобы гитару там настроить, убедиться, что она работает. После этого я их сразу же выброшу, поставлю эликсир. Кстати, я хотел купить эликсир NanoWeb, но сначала их не было в наличии, а потом они вообще пропали из каталога Томана. Ну и я выбрал то, что как бы наиболее похоже вроде как. Это эликсир PolyWeb. Разницы я не почувствовал, честно говоря. PolyWeb, NanoWeb. Хорошие струны. В общем, ну, я люблю, мне просто нравится эликсир NanoWeb. У меня на всех гитарах стоит эликсир NanoWeb. А вот здесь стоит эликсир PolyWeb. А те струны, которые шли в комплекте, я собирался снять и выбросить, но в итоге они стояли здесь несколько месяцев. Но я играю редко, да, то есть это очень редко даже. Я думаю, если интенсивно на них играть, они бы пришли в такое состояние где-то там через неделю, когда я их поменял. Но суть в том, что струны оказались ничего такие, с моей точки зрения. Обычно, ну или не обычно, но часто я знаю, что на Харли Бентон идут Д'Аддарио, во всяком случае, дорогих Харли Бентон или средних. Но это как бы дешевый считается Харли Бентон, потому что это набор, он там вообще стоит недорого. И я предполагаю, что это струны Харли Бентон, наверное. У них же есть тоже свои струны, они там очень дешевые. Никогда не пробовал. Ну вот Д'Аддарио мне не нравится. Очень многим нравится Д'Аддарио, я знаю, но мне не нравится. Мне вот как бы ощущение под пальцами, ну, не знаю, не мое, вот и все. И почему я говорю, что это не Д'Аддарио были, потому что Д'Аддарио легко опознать по наконечникам цветным. Здесь были обычные наконечники. И ничего, нормальные струны оказались. Ну, естественно, это звучит так, что я сейчас расхваливаю, тут причем по фигне какой-то. Ну, просто, не знаю, хотелось отметить такой забавный факт. А струны меняются на стратокастере, как бы это помягче выразиться, со сложностями. Да, я буду такие вещи говорить, которые наверняка все стратоводы уже 100 лет назад в курсе, но я начал знакомиться со стратокастерами вот из-за этой гитары. Как я уже сказал, мне как-то было пофигу на них все это время. И вот я узнал, что струны пропускаются через вот эти вот дырочки в крышке. Или некоторые эту крышку снимают, меняют струны, и потом уже ее ставят обратно. Или не ставят вообще. А я решил, давай-ка я попробую поменять струны, не снимая эту крышку. Это вообще реально или нет? Оказалось, что реально. И потом я эту крышку все равно снял. Почему? Потому что, поменяв 9.42 на 9.42, мне пришлось бридж немножко перенастраивать. Все-таки это оказалось 9.42, но немножко другой набор. Толщина и натяжение струн слегка отличались, а струны здесь сбалансированы натяжением пружин. И для того, чтобы пружины эти подкорректировать, нужно снять крышку. Ну ничего. Значит, еще по стратокастерам, ну вот этот блок ручек, да. Это я уже потом, вот когда у меня уже была гитара собрана, я там видел и видос от Глеба Олейника по поводу вот этих вот ручек. И, ну, это совершенно все правда, то, что вот эта ручка, она просто бесит. То есть ее постоянно крутишь, постоянно она закручивается, когда ты играешь какой-то ритм с глушением, да, с палмьютом. То есть, опять же, как в свои гитарные партии надо вставлять вот это движение, также в своей гитарной партии надо вставлять вот это движение. То есть нужно эту ручку откручивать. И следующий момент, который, ну это просто я даже не знаю, как на это реагировать. Все равно скажут в комментариях: дебил, ты ничего не понимаешь, там и так далее. Ну, 2 тона, 3 звукоснимателя, 2 тона и 1 громкость. Это вот, знаете, есть такие игрушки, там
ну, для самых маленьких детей такая образовательная игрушка с отверстиями разной формы. Круглая, там, квадратная. И туда надо вставлять. Не знаю, почему это мне вспоминается. Ну, короче, мне кажется, что оптимально было бы вот эту вот ручку вообще убрать. Оставить две ручки, но чтобы одна из них была громкость, а другая тон. И в этом случае останется на пикгарде отверстие, что достаточно неаккуратненько. Не знаю, пока что вот так вот остается, но надо что-то делать. Некоторые, я знаю, что именно снимают вот этот вот пластмассовый колпачок, да. Переключатель здесь достаточно такой, он приятно работает, по крайней мере, пока мне нравится. Естественно, что вот это положение, как оно называется, четвертое, да, когда вот эти два звукоснимателя работают, оно у меня теперь фонит, потому что, ну, работает хамбакер и сингл вместе. Но это и не нужно никому такое положение, поэтому, да, в принципе, кроме этого вообще не нужно никакое положение. Что я хочу сказать по итогу? Гитара мне понравилась. То есть она приятная такая, она достаточно вдохновляющая, что ли. То есть на ней хочется играть. Может быть, это потому, что я ее собрал сам. Может быть, Stratocaster — это реально удачная форма. А я и не в курсе был. Ее довольно просто собирать, но вот хочу сказать, что если вы задумываетесь о покупке такого набора или о том, чтобы подарить этот набор кому-то, то выясните, пожалуйста, для себя, как вы будете эту гитару красить перед тем, как вы этот купите набор. Или вы ее не будете красить, или у вас есть человек, который может это сделать, или вы сами можете это сделать, и вы знаете как, и у вас есть такие возможности. В остальном элементарно здесь все собирается. Есть даже такой момент, вот это гнездо, оно во многих наборах припаивается. Почему его нужно припаивать? Ну, здесь вот пикгард, он как бы содержит всю электронику в сборе, да, здесь вот звукосниматели соединены с переключателем, с потенциометрами, а гнездо, оно ставится снаружи. Поэтому обычно как делается? Пропускается проводочек через отверстие в гитаре наружу, к нему припаивается гнездо, потом гнездо вставляется и прикручивается на саморезы. Так вот здесь гнездо ставится на разъемчик, поэтому паяльник не нужен для того, чтобы эту гитару собрать. Все отверстия под саморезы есть. Вообще все отверстия достаточно хорошо сделаны. Например, карман идеально, гриф здесь был поставлен. Ничего там не пришлось ни подкладывать, ни подтачивать. Единственного, по-моему, не было отверстия, которое пришлось сверлить. Это такое между там двумя полостями, там нужно отверстие. Про него говорит инструкция, что вот в это отверстие киньте проводочек для того, чтобы соединить пикгард, его землю, с бриджем. Ну и вот этого отверстия там почему-то просверлено не оказалось. Но самое главное, конечно, что крепление бриджа просверлено. То есть вот эти вот 6 отверстий, куда закручиваются саморезы, на которых крепится бридж, отверстия четко все есть, поэтому не надо там вам самому вымерять мензуру. Здесь вот все уже до вас померили и просверлили. Самый положительный, наверное, момент, что вот сборка такой гитары, она дает уверенность в своих силах какие-то мелкие настройки или ремонты с гитарой произвести самостоятельно. Потому что, например, раньше, если у меня там было что-то с ладами или даже надо было покрутить анкер, я 100% бы шел к мастеру, даже если у мастера там была бы очередь, потому что я просто боялся повредить гитару. Здесь вот, во-первых, ну ты же не будешь как... Ну, довольно глупо, да, получить гитару в подарок
в виде набора, и потом этот набор отнести мастеру и сказать: слушай, собери. Ну, нет, надо уже было собирать самому. А раз так, значит, пришлось и крутить анкер, и подпиливать лады вот эти вот острые. То есть такие вещи, которые я бы раньше, наверное, испугался делать. Просто потому что, ну, типа, я же не умею, у меня же нет опыта, и как бы я могу инструмент испортить. Здесь как бы инструмент был еще не собран, портить было еще нечего, но опыт я получил. Вот, это очень классно, что я как бы теперь лучше понимаю, как гитара устроена, и меньше боюсь что-то с ней делать. Короче, не буду больше затягивать. Наверняка что-то забыл, что-то не рассказал. В общем, задавайте вопросы в комментариях. Попытаюсь ответить. И всего доброго. Будьте здоровы.